О, привет, я тебя сразу заметил, ведь я Гречка, и вы на канале Никнейм из Гречка. Сегодня, пока готовится гречка, я расскажу, что произошло в игровом мире. Подготавливайтесь, ведь мы начинаем! Ожидаемая Strangers of Paradise Final Fantasy Origin выйдет в Steam 6 апреля. До этого она была экзом для EGS, она также вышла на консолях. Final Fantasy Origin — это вбоквил серии Final Fantasy. Ее разработала Team Ninja, а не Square Enix. Игра будет ролевым экшеном в стиле Dark Souls. За прошедшее время с релиза она зарекомендовала себя хорошо в глазах игроков. Поляки из Techio сообщили в Твиттере, что представляют свою новую игру. Название игры либо нет, либо не хотят называть. Игра будет эпическим фэнтези с глубоким сюжетом в открытом экзотичном мире. Искусственный интеллект все больше вторгается в нашу жизнь, и игры стороной не обходит. Тестер ChatGPT-4 попросил разработать ему Pong, ту самую, которая была в 70-х. Бот создал полностью игру за минуту, причем с первого раза. Старая версия нейросети создавала и раньше, но с изъянами в кодировке, которые мог исправить только человек. Но новая версия поразила тестера. Знаете, я уже постепенно начинаю понимать тех людей, которые считают, что в ближайшем будущем людей захватят роботы. Экранизация Silent Hill 2 потихоньку обрастает подробностями. Стали известны главные роли в фильме «Возвращение в Silent Hill». Джеймса Садерлинда исполнит Джереми Ирвин, а его супругу Ханна Эмили Андерсон. Марта, 16 лет назад, после переносов добрался до релиза шутер Stalker. Хоть там не было и половины обычных фич, приключения в зоне отчуждения были интересны. Аномалии и артефакты, странные мутанты, родная атмосфера, душевные песни сталкеров у костра. За это полюбили Stalker. Мне крайне не нравится, что игра, которую так сильно обожают только в России, будет русофобной. Скоро у меня выйдет видео о Stalker 2, где я расскажу об этом поподробнее. Я так понимаю, все уже успели услышать о CS2, который уже есть в бета-тесте. Вполне может быть, что Valve делает не тот же CSGO, но только на Source 2, а полноценную вторую часть Counter-Strike. Ну, как минимум могу сказать уже то, что компания зарегистрировала название CS2. Поклонники ждут официальных объяснений. Марта 2022 года назад вышла игра Serious Sam The First Encounter. Хорватский шутер создан для демонстрации движка, не могла претендовать на сильный успех. Однако мясные замесы на простых уровнях с интересными монстрами и крутым саундом. Все это прекрасно зашло в массу. Ребят, гречка уже готова и остывает, поэтому мне пора спешить. С вами был я, Гречка. Ставьте лайк, чтобы гречка получилась вкуснее. Подписывайтесь на канал, чтобы гречки было больше. Всем удачи, всем пока.